Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня расклад на чувства, мысли и действия мужчины к тебе. У нас расклад на 4 варианта. И выбирайте своего мужчину выбирайте, с которым у вас какие-то отношения, которые не складываются или они складываются. Давайте посмотрим, что будет выпадать. И желательно, если вы находитесь в активном поиске, девочки, загадывайте. У нас 4 варианта. Это такой вот магический перекресток. И когда вы загадаете нескольких мужчин на каждую рубашку, даже можно их не смотреть, а просто вот загадать, это приведет к тому, что у вас появится выбор. Ну что, давайте посмотрим. Первая карта, первый мужчина. Вторая карта, второй мужчина. Третья карта, третий мужчина. И четвертая карта, четвертый мужчина. Выбирайте своего мужчину. Можете, знаете, как еще выбрать? Можете выбрать одного дополнительного, одного основного и, например, карту дополнительную. Если вам не будет хватать ответа, вот вы будете, знаете, хотеть еще больше раскрыть тему, тоже можете вот так дополнительно сделать, потому что у нас здесь варианты, вариативность, и вы можете сделать свой индивидуальный расклад, даже вот просто выбирая карты в какой-то определенной для себя последовательности. Ну что, выбирайте, мои дорогие. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Его чувства, мысли и действия по отношению к тебе. И мы, девочки, с вами погадаем карты Мила Манара Таро. Ну и поехали, смотрим, котики мои. Итак, первый вариант. Его чувства, мысли, действия к тебе. Первый мужчина. Сразу он выпал рыцарем земли по отношению к вам выпал, девочки. Но сейчас мы его подвину немножко, эти карты, и начнем. Рыцарь земли – это мужчина, который на самом деле не такой он, например, и щедрый по отношению ко всем. Сейчас он думает очень много о деньгах своих, да, о своей состоятельности какой-то, что он может, где он может. Это, как, знаете, курица, которая гребет под себя, и он таким вот выпал. Таким, знаете, слишком прагматичным и хозяйственным. Но выпали и вы, королева земли выпала. Это пара, девочки. Это пара, которая смотрит в будущее, смотрит на то, чтобы лодка не разбилась о быт. То есть он сейчас думает о том, ну, такой, вы знаете, спокойный, рассудительный, скажем так, очень прагматичный мужчина, и он в чувствах такой по отношению к вам тоже. Так, шестерка воздуха, 10-й старший аркан выпал. Но, девочки, тут идет такой момент. Он, как вам сказать, да, он не хочет остаться без ничего в этой жизни. Он задумывается о своей старости, или вот если он слишком молодой, он думает, что с ним будет там в 30 лет, что в 40, в 50, ну, короче, в 60, что с ним будет. Его это очень сильно колышет. И смотрите, с чем это связано. Если он вот так для себя решил, если вы какую-то такую удачу будете ему приносить, если вы будете смотреть с ним в одном направлении, что вы будете, скажем так, как курочка и петушок, кудахтать об одном и том же, он, как говорится, только за это. Но как только, если вы покажете, что вы транжира, что вы там себе даже как-то важнее, что вы не хозяйственная, да, и все такое, то этот мужчина готов к расставанию какому-то. То есть, если вы с ним, например, только думаете строить отношения с этим мужчиной, да, и вы хотите с ним построить отношения, вам надо показать свою хозяйственность, что вы такая вот, которая и кушать приготовит, и если что там, знаете, разбираетесь там в медицине, где-то в деньгах, что вы не транжира, это самое главное здесь у него идет, да. Но идут два старших аркана, 10-й и маг выпал. Вообще он такой, знаете, он не то, что там не держится за кого-то. Для него очень важно вот это вот гнездо. Его, вот почему-то мне хочется сказать курятник почему-то. Почему-то, не знаю. То есть, и это не в плохом смысле, я имею в виду, да. То есть, это такой, который по зернышку клюет. Он клюет по зернышку. Что вас связывает с ним? Он на вас возлагает какие-то свои и надежды, и мечты.
То есть мужчина мечтает, что вы такая будете, как он клюет по зернышку, и вы будете клевать по зернышку, что типа, или там, как будешь моя боевая подруга, которая мне будет подавать патроны, или волку нужна волчица, там все такое. Шестерка и пятерка воздуха, девочки, это карты, возможно, расставания, да. Я вам скажу так, если вы тут загадали какого-то, например, мужчину, с которым вы в негативных каких-то отношениях что-то делите и все остальное, это говорит о том, что вы будете делить, реально. Он будет вот ложки отсуживать ложки, если что вдруг не так, да. Это будут какие-то, например, те же типа брачные договора, там, где что кому принадлежит, и, возможно, даже он может делить шкуру неубитого медведя. Если вы богатая по сравнению с ним, и у вас есть много чего, что нет у него, он возлагает надежды на то, что это будет, как говорится, 50% ему тоже принадлежать. Понимаете? Но если, типа, он с вами по деньгам никак не договорится, он готов к расставанию. Если у вас, например, тут надо вот отталкиваться в ваших с ним отношениях от его вот этой скрупулезности, где-то даже жадности, где-то в каких-то таких вот моментах смотреть. То есть вот выгодны ли, что он ищет, да? Он ищет определенную выгоду для себя. И в то же время он здесь тоже выпал жадным человеком. То есть если вы, например, от этого мужчины ждете какие-то щедрые подарки, девочки, не ждите. Этот мужчина сейчас на эти денежные подарки не готов. Это вот, и вот тут как-то, знаете, с этими старшими арканами, с 10-м и с картой мага, да, вот, вот это вот карты расставания, карта вот этого воздуха, которые здесь выпали, да, это все-таки мне почему-то говорит о его травмированности. То есть, мне кажется, где-то его уже это, оболгали, обобрали, обули, разули, одели, ну, короче, что-то с ним такое было, что-то было неприятное, что он, так знаете, дерганый становится. Обычно такие вот дерганые мужчины, знаете, когда они становятся, вот в лет а-ля 50 где-то, да, 50, вот реально, вот как у них какой-то звонок звенит в голове, да, будильник какой-то, и они таким становятся. И очень часто, вот, например, разводы идут после 20 лет брака, да, вот именно с такими мужчинами, которого это ударяет. Поэтому вот, насчет его чувств к вам. Он какие-то надежды, фантазии в голове тешит, но они еще связаны с чем-то материальным, которое связано с вами, да. То есть, например, если где-то вы хотите, допустим, жить за счет этого мужчины, за счет его жить не получится, девочки, потому что он не то, что хочет поровну, по справедливости вкладываться в какие-то отношения. Нет, он думает о себе в первую очередь. Сказать, что он альфонс, я тоже не могу, потому что... Но он какой-то травмированный. Травмированный, может быть, девочки, знаете, это может мужчина задергаться еще потому, что, например, у него есть родители, особенно матерей это касается. И мать, это, знаете, как сейчас тоже вот сыночка-присыночка и все остальное. То есть, например, мать уходит в какую-то старость, допустим, или там с работы где-то она уволилась, или еще что-то. И у некоторые матеря, даже вот многие, они не относятся к своим сыновьям, что они готовят сына для какой-то классной семейной жизни. Они готовят его для себя, для своей старости. Ну, что там греха таить, да, многие так и думают. И что вот сын должен помогать и все остальное. И, возможно, на него вот эти обязанности какие-то вменили ему и сказали, давай мне там это. А для него это тяжеловато, да, это что он где-то не вытягивает его. И от этого у него такая вот вибрация идет, не очень, скажем так, полезная для организма. Поэтому вот он какой-то, знаешь, немножко такой поломанный, он боязливый в этом плане, он неуверенный в себе насчет этих денег и все остальное. Единственное, вот он, вот как в мечтах, да, вот мы тоже хотим принца на белом коне встретить, да, принца, человека, на которого можно опереться, да, на которого можно надеяться. И это его касается тоже очень сильно. Он, скажем так, ищет даже вот где теплее, где лучше, где ему, возможно, не
придется где-то вкалывать с больными почками, да, или еще что-то. Сколько бы ему ни было лет, девочки, на это обратите внимание. Если это может быть молодой парень, кстати, если вы загадали здесь молодого парня, он тоже будет искать, как ему сказала мама, да, это богатую невесту там с квартирой. А еще, кстати, это распространенная такая фигня была, может, кто помнит, да, м, м, особенно вот некоторые мамы, они учили, что невестку надо брать с квартирой. Еще это, знаете, в фильмах таких 80-х, 90-х годов тоже эта тема раскрывалась. Поэтому тут вот какие у него чувства у этого мужчины по отношению к вам. Давайте посмотрим чувства его. Он почему-то думает, что он с вами не будет, да. Тут все равно вот эта вот девятка, вот это отшельник выпадает, вот это отшельник, да. То есть он не чувствует от вас какой-то любви в свою сторону. Отдачи, стопроцентной отдачи, да. Возможно, вы где-то ставили ему условия, либо вы даже внешним своим видом показываете, что да, я дама с условиями, да. То есть и он думает, что, возможно, он вас не потянет, или, возможно, он думает, что он с вас ничего не сгребет, не возьмет, да. И тут вот его какая-то вот эта болезненность, а это болезненность, это вот тревожность, болезненность, она тут выражается. А что он будет делать по отношению к тебе? Он, девочки, смотрите, он не хотел бы терять вас, чтобы вы куда-то от него уходили, да, но, возможно, он будет уходить. То есть он считает, что если, вот, знаете, такое, ну, тут идет потребительское какое-то отношение, да, то есть, да, вы выпали верховной жрицей, тут выпала вот эта прекрасная карта еще. Да, карта мага. И вы его вы привлекаете его какими-то своими возможностями. Может, ты просто умная, перспективная девочка, да, но он не готов вкладываться в тебя. Это то же самое, мне тоже очень часто это встречается, кстати, да, когда я говорю: "А почему вы не купите машину?" А мне так одна женщина говорит: "Зачем на машину? Еще на бензин тратить? Что, мы дураки, что ли, покупать машину?" Я тут офигела, да. Ну, то есть, они не, ну, это для них как какой-то вот роскошь, а можно там и поездить другими какими-то способами, да. То есть, и вот я к чему здесь веду, да, что если вы будете, как говорится, с богатым приданым, то он, возможно, вот эта его тревога пропадет, если вы над этим поработаете, либо пообещаете ему что-то, да. То есть иногда мужчинам можно что-то обещать, кстати, да, если он вам нужен, но вы должны всегда, мои дорогие, знать, да, что этот мужчина, что он будет вам давать. Он немного сейчас такой вот растерянный в этом плане. Давайте еще посмотрим его чувства, мысли, действия к тебе. То есть вот самое главное из этого расклада, он думает о материальных благах каких-то, которые будут его, ни с кем он не хочет делиться, он хочет это вот материальное благо как-то в себе сохранить, чтобы продумать свое какое-то будущее, что он, как говорится, с куском хлеба останется. Его мысли по отношению к тебе. Он думает, что все-таки на тебя придется тратиться. Опять эти карты земли выпала. Его действия по отношению к тебе. Девочки, опять выпадают девятки. Девятки это о том, что он очень, скажем так, задумывается, а нужна ли ты ему, потому что сможет ли он понести тебя, да, понести тебя на своих руках, либо на своем горбу, либо, может быть, он Тут все зависит от того мужчины, которого вы здесь загадали. От 1 до 10 по уровню, например, дохода его, да. То есть это может быть мужчина, у которого вообще ничего нету, и который что-то хочет. Это может быть мужчина, который жалеет денег на топливо для того, чтобы к вам доехать. Он жалеет и думает, что я к ней поеду, у меня топлива нету, она мне не платит. Это такой может быть здесь, да. Это может быть довольно-таки богатый мужчина, какой-нибудь одинокий вдовец, да, у которого и дома все остальное есть, но он думает, о, что это мне делиться, я ее приведу домой, буду жить, а она будет есть мою еду. То есть вы на это обратите внимание. Я не говорю о нем сейчас негативно, об этом мужчине, но то, что он сейчас вот тревожится, и я бы даже сказала, что он травмирован, потому что здесь такие карты, знаете, как будто
Вот я травму эту понимаю, потому что я знаю очень многих людей, которые очень долго нуждались и где-то вот сами выкарабкивались вообще без посторонней помощи, да. И они такие годами тренированные, да, на то, чтобы выживать. И это, я бы сказала, что человечеству это свойственно. И этому человеку, вашему здесь мужчине, это тоже свойственно. То есть если вы тоже такая вот в деньгах скрупулезная, копейка к копеечке, да, не разбрасываетесь деньгами. Ну, но в то же время вы, например, для себя хотите купить дорогие сковородки, да, или набор каких-то кастрюль, и вы думаете, что мужчина вам их подарил, он, конечно же, будет думать, а будете ли вы ему в них готовить, и зачем такие дорогие. То есть здесь у него денежные вопросы на первом месте, на первом, девочки. Просто вот если даже не раскрывать эту всю тему с деньгами, и его чувства, мысли, действия к тебе, они отталкиваются именно от его представления, сколько это все денег стоит, и во сколько это ему все обойдется, и если у него на это ресурсы. Понимаете? Он хочет выживать. Он хочет вот все время быть хотя бы вот не на мели, скажем так. И поэтому он все понимает о женщинах. Он, кстати, у вас такой вот, или его кто-то научил, или он сам понимает все. Да, он любит интим, но он боится вот этой Короче, девочки, его реально кто-то обидел. Его кто-то обидел, его кто-то травмировал. И мне кажется, либо эта мать так могла травмировать своего сына, да, что ты, типа, ты найдешь другую, как ты там, типа, с ней будешь жить, да, она тебя видит вокруг пальца, да там, то, она тебе там чего-то лишит, понимаете? Либо он где-то сам выживал, очень сам где-то нуждался, либо его какая-то женщина уже где-то обвела вокруг пальца, да, или он сам по себе вот такой вот козерог, скажем так, да, не в обиду мужчинам-козерогам это будет сказано, но я просто знаю именно, знаете, водолеи мужчины еще могут быть травмированы, но они как-то проще к этому относятся. А вот в основном травма такая именно вот у козерогов может быть. У дев по-другому немножко проявляется, да. Ну и все, наверное, вот козерогов я таких могу. Ну и рыбы могут где-то унывать по этому поводу. В общем, вы в своих действиях по отношению к этому мужчине, к выбору этого мужчины, в том, что как вы хотите, чтобы он присутствовал в вашей жизни, отталкиваетесь именно от вот этого материального капитала, да. То есть, если вы не зависите ни от кого, если у вас есть собственная работа, да, и вы можете тратить деньги на себя сами, что у вас есть собственное жилье, и вы никоим образом не можете, например, зависеть от него, чтобы вот подавить вашу такую широкую душу, да, вашу какую-то доброту, котику корм где-нибудь на улице купить, он может, кстати, стать. То есть я не говорю, что он такой прям скупой, но, может быть, и все зависит от уровня этого мужчины, понимаете? Он либо очень скупой, может быть, либо просто не хотеть тратиться на вас, либо это мужчина, который боится, что он не выживет сам, если вот ему придется, а еще за ребенка отвечать, да, например, если вы родите, это же вы не будете работать. Короче, девочки, присмотритесь, да, то есть к этому мужчине я советую очень сильно все-таки присмотреться с точки зрения денег и оценить трезво, да, свои отношения с ним, свое желание быть с ним, именно отталкиваясь от вот этих денежных вопросов, которые, если у вас не возникли, а могут все-таки быть. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте смотреть его чувства, мысли и действия к тебе. 21 старший аркан, он о тебе очень много думает. И по 21 старшему аркану я скажу, что, возможно, это даже где-то ты ему обрывками, либо не обрывками снишься. Это мужчина, который как бы думает, что вроде бы он все понимает в ваших отношениях, но все равно вот что-то вот пытается дальше придумать. Отшельник девочки выпал. Смотрите, если от вас этот мужчина ушел, он игнорит вас и все остальное, то я вам скажу так, да, он больше настроен на то, чтобы не быть с вами, чем быть, да, но он очень вот так вот страдает от какого-то своего внутреннего одиночества.
Да, девочки, еще девятка выпала. Еще девятка. Это император. Вот этот мужчина по отношению к вам себя неправильно ведет. И даже, я бы сказала, линия жизни у него, личной жизни, она у него тяжелая, она у него связана с глубокими кризисами. Это не человек такой вот суперсемейный какой-то. Это человек, у которого все время какие-то проблемы, да. Это, вот знаете, это может быть вдовец. И причем не один раз вдовец. Это может быть мужчина, которого бросают. Вот даже не живут с ним, да, а уходят, бросают. Или девочки, смотрите, тут этот отшельник еще с такими картами может обозначать, что, возможно, у него есть какие-то очень вредные привычки, с которыми женщина другая может не уживаться совершенно. И здесь получается такое, да, если вас этот мужчина игнорит, если он не подает никаких признаков по отношению к вам, своего внимания, своего участия, да, он о вас думает. И, возможно, вы ему даже снитесь, но он и гонит эти мысли от себя. Он гонит от себя эти мысли, и карты говорят, что он делает это совершенно неправильно, он ошибается, он не понимает женскую душу, он не умеет коммуницировать с женщиной. Он то в императора впадает, то в отшельника. То есть, знаете, про этих мужчин можно говорить, что вот, знаете, ему лучше самому, чем с кем-то на самом деле. Это мужчина, если вы его бросили, это говорит о том, что он страдает и чувствует свое такое очень глубокое одиночество, да. Это мужчина, который скатывается вниз, хотя он не считает, что он скатывается, понимаете. Это может быть еще какая-то подлость. Если вы, например, некрасиво, там как-то вы очень сильно ругаетесь, выясняете отношения, это тоже может быть такое плохое, да, отношение к вам. Короче, девочки, давайте так разделим. Отделим негативный расклад от положительного, да, и если тут будет что сказать положительного. Насчет чувств, мыслей и действий по отношению к тебе этого мужчина. Это мужчина, который чувствует, глубоко чувствует сейчас свое одиночество. Возможно, он в депрессии, в апатии какой-то, или он чувствует себя брошенкой. Это мужчина, который может быть сейчас в болезненном состоянии, может он ранен, может быть у него там опустилась почка, да, там или еще что-нибудь. Короче, вот тут на лице у него, да, нифига не улыбка, у него какое-то страдание на лице. И в то же время он понимает, что он с этим остается один. То есть мы же не можем разделить болезнь на двоих, правильно? И тут тоже вот его вот эти вот мысли, его это удручающее состояние разделить между вами невозможно, да. И то есть, и скорее всего, он там зашился, ушел в свою пещеру, сидит оттуда, не выходит. Он может говорить какие-то агрессивные слова, плохие слова, посылать на 3 буквы может, да. То есть он такой вот совершенно сейчас вот закрытый человек от всех. Давайте посмотрим его мысли по отношению к тебе. Он думает, что типа, ой, она сама не знает, что она хочет. Она луна. А он думает про себя, что он рыцарь огня. Типа, я могу прийти и, типа, заниматься с тобой волшебством. Но она очень странная для меня. Она для меня непонятная. Она для меня какая-то колдовская. Много каких-то пробелов, тумана какого-то, и он не понимает, как ты себя будешь в будущем вести, и совершенно не понимает, что же было в твоем прошлом, да. То есть он вообще неадекватно оценивает сейчас какую-либо ситуацию, связанную с тобой, да. Он тебя не понимает сейчас. Хочет ли он понять тебя сейчас? Тоже нет.
Почему? Потому что он в этом вот пониженном, он как на дне, двумя ногами на дне, да, и он сейчас думает, как бы ему самому всплыть с этого дна, а не решать там какие-то дела и все остальное. Единственное, что у него, грубо говоря, сейчас хорошо работает, это, как говорится, его то, что ниже пупка, понимаешь, один орган у него работает. Но, девочки, он проснется по отношению к вам. То есть это ваша с ним не закончена история. Хоть на данный момент кажется, что вот все решено, все понятно. Вам как бы понятно, да? Вот но, смотрите, идет шестерка, вот эти девятки, они все равно переворачиваются в шестерку. Он вырастает из вот этих отшельников, которые у него выпали, в короля огня и в короля воды. То есть этот мужчина подымется, и он еще придет за решением каких-то вопросов к вам, девочки, да? То есть он будет к тебе проявляться, и еще раз он придет выяснять эти отношения. Он хочет это выяснить, потому что отношения между вами, они вообще для него не ясны. Он не знает ни как ты думаешь, ни чего ты хочешь, ни что с тобой делать. Он совершенно ничего не понимает. И вот этот 20-й старший аркан говорит о том, что я все равно приду под эту луну, и я буду задавать ей вопросы, я буду спрашивать, ну что между нами, типа, как ты ко мне относишься, или он, девочки, может вам предлагать что-то, встретиться, там, еще что-нибудь такое вот предлагать, для того, чтобы выяснить самому для себя, будете ли вы той женщиной, девушкой, с которой что-то возможно. А что возможно? Что ему надо, девочки? Смотрите, король огня все-таки ему нужен интим, и король воды выпал, он хочет быть любим. И причем я обращу ваше внимание, что вы выпали именно луной. Вы не выпали его дамой, вы не королевой, вы тут не выпали, да, ни червовой, ни бубновой, никакой. Вы выпали именно 18-м старшим арканом, луной. Луна, она двояка. У Луны есть состояние, да, растущее, убывающее, новолуние, полнолуние. То есть вы можете... Вот вам ваши циклы понятны, ему ваши циклы непонятны. То, что у вас в голове, ему совершенно непонятно. И он может злиться на это. Он может категорически к этому очень сильно относиться, да, и категорически негативно тоже. Но, девочки, это вот, знаете, он как рыба в прилив, да. Вот сейчас у него отлив какой-то, но будет опять прилив, и он опять будет как-то связан именно с вами, с вашими циклами, с вашим состоянием. Мне такое ощущение, все-таки тут как два короля выпали. Знаете, когда он объявится, девочки, если вот вы ждете от того, как, чтобы этот мужчина объявился, когда объявится еще кто-то в вашей жизни. То есть объявится еще какой-то мужчина, это может быть коллега, который где-то с каким-то интересом вам напишет, да, или ваш какой-нибудь бывший, или еще какой-нибудь ваш ухажер, да, объявится, и этот тоже объявится. Это как вот какие-то вот космические часы тут идут. Давайте посмотрим его действия по отношению к тебе. Он, девочки, сейчас не будет действовать, у него никаких сил нет для того, чтобы действовать. Повешенный выпал, король, паж земли выпал. Он не будет ни сейчас никак действовать. Никак он не будет. Потому что он никакой сейчас. Я так думаю, что это либо болезнь, либо это вот такая какая-то болезненная депрессия, и в то же время это может быть полное ваше закрытие от него. То есть вы не делитесь с ним никакой своей женской энергией, да, или вот не говорите ему что-то, или вы вот какие-то мысли к нему не очень хорошие сами имеете, да, и он как бы вроде бы о них не знает, но он насторожен сейчас. Вот такой вот расклад почему-то сейчас выпал. Ну, давайте еще посмотрим. Давайте посмотрим все-таки, какие его любовные чувства, какие у него любовные мысли, какие у него любовные действия по отношению именно к тебе. Так, его любовные чувства. Нету, девочки, любовных чувств нету. Его любовные мысли
Отшельник опять выпал, огненный отшельник, что ты типа не дашь ему. Его любовные действия по отношению к тебе. 13-й старший аркан. Смерти девочки выпал. То есть, смотрите, тут у него какое-то вообще читается обнуление, семерка, ну, все карты. Вот я сейчас даже вот дополнительное достала, да, и эта карта тоже вот этих расставаний все-таки выпала. Что я вам посоветую, девочки, делать с этим мужчиной, чтобы вы тоже себе нервы с ним не трепали, да? Смотрите, сейчас лучше в его сторону ничего не делать и ничего не начинать, а успокоиться, перевести дух, заняться своими делами. Вам есть, поверьте мне, чем заниматься. Вообще есть. И собой сейчас скоро весна, каблучки, знаете, почему бы и нет, там юбочки, все остальное. Похудеть или пополнеть. Не чувствуйте вот это одиночество. Вы не должны чувствовать одиночество из-за того, что у вас что-то не получается с этим мужчиной. Нет. Ваше вот внутреннее такое состояние, оно не должно зависеть от него. Он, девочки, может вас травмировать, понимаете? Вот своим этим отношением, не очень хорошим, не очень хорошими проявлениями, он еще вот глупо себя ведет на самом деле, да, то есть он не ведет себя вот таким отдающим мужчиной, который наполняет своей мужской энергией вас, да, чтобы вам было хорошо, все остальное. Это вода, которой лучше не поливать цветок. Поэтому желательно, чтобы вы вот как бы, скажем так, оставили его в покое, собрались сами с духом, не чувствовали в нем точку опоры сейчас, потому что это не тот человек, на которого сейчас вы можете опираться в любом своем состоянии, в эмоциональном, материальном и все остальное, да. Если вам трудно без мужчины и вам все-таки хочется, вам надо найти друга какого-нибудь, да, знакомого, пообщаться с другими мужчинами, девочки. Это вот для того, чтобы хотя бы набраться вот этой вот энергии от общения с мужчинами, чтобы... Как мы чувствуем себя цветками, когда нас нюхают и когда нам говорят, что мы цветки. Правильно? То же самое, когда мы чувствуем себя женщиной, девушкой, и когда нам хорошо, когда нам мужчины говорят комплименты. Понимаете? И получается здесь желательно, чтобы вы вот набрались, если вам трудно, вам тяжело, тут этот 18-й старший аркан выпал, да, что вы в таком смешанных каких-то чувствах. Мне хочется, чтобы вот как к Луне добавилось солнце, чтобы король и королева выпали, понимаете, именно в вашей ситуации. Поэтому абстрагируйтесь от него, не думайте о нем, пообщайтесь, выскажите кому-нибудь, да, свои какие-то мысли. Можете вот даже с малознакомыми людьми пообщаться в интернете, да, попереписываться, рассказать свою историю там. Попробуйте, девочки, позанимайтесь таким, украсьте себя, покажите, как вы себя украсили миру. Пусть вам другие мужчины сделают комплимент. Посмотрите, как они любят, да, мужчины любят женщинам делать комплименты. Найдите вот свою аудиторию мужскую, которым вы можете выплескивать свои мысли и все остальное. Потому что вот от этого мужчины сейчас не идет никакой такой вот добровольной положительной энергетики в вашу сторону. Понимаете? И вы не должны чувствовать себя угнетенно именно из-за этого мужчины. Потому что, да, это он сейчас не играет роли особой в вашей жизни. Он не играет. Он, девочки, потом проснется, вот наступит по ходу весна, и он проснется, да. Это как осенью осеннее обострение у кого-то, так и у него будет это обострение тоже весной. Он придет с вами еще какие-то дела свои выяснять, да. Но для того, чтобы вы не передумали вот этот весь спектр чувств и эмоций по отношению к этому мужчине, просто от него абстрагируйтесь, не думайте о нем. Подумайте о других. Подумайте о том, кому вы еще не подарили своего внимания. Вот такие дела, девочки. Так что вот ему надо, пусть он в своем вот этом, в пещерке поживет. Пусть поживет сам в своей пещерке, сам посидит, потыкает это вот палкой землю, да, вот пусть сам побудет. Вот этот 21-й старший аркан, он закончится скоро. И он закончится вот этой весной, котики мои. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим его чувства,
мысли и действия по отношению к тебе. Да что ж такое, девочки, сегодня? Что они такие сегодня какие-то? И уже третий вариант тоже, знаете, такой не супер сказочный выпадает. Он озабочен деньгами, он озабочен заработком, он озабочен тратами какими-то. Либо он действительно недавно потратился очень серьезно, да, что у него там уже мыши по сусекам начали скрепстись, голодные. Или, девочки, вот он думает о том, как больше денег где-то заработать, да, полностью поглощен работой. Да, он еще далеко, девочки, далеко от вас, от Верховной Жрицы. Очень ждет встречи. Он хочет воссоединиться, но он далеко. В общем, какие у него чувства здесь идут? Чувства, мысли, действия. Мы сначала разложили на чувства его. Что он чувствует? Он страдает от того, что он не рядом. Но он гонит от себя эти мысли все. У него тревожность есть, у него, я бы сказала, даже повышенная тревожность, как выживать, что делать. Он пытается на себя, он, как говорится, набрал пустых пакетов и пошел что-то добывать, да, и пытается добывать. Но он, получается, много потратил денег. Какие-то вопросы у него по работе идут. То есть у него, возможно, на работе шаткое состояние. Это шаткое состояние с деньгами. И он по этому поводу тревожится и волнуется. М, он боится, что его уволят с работы. 16-й старший аркан выпал, да? Или то, что он... Ну, как-то вот у него какое-то такое хреновое, скажем так, девочки, состояние из-за того, что ему все время вот надо как-то что-то думать, вкалывать и все остальное. Он не расслабленный. Дальше. Это отношение на расстоянии здесь, да, то есть у него его угнетает еще какое-то расстояние, связанное с Верховной Жрицей. То есть он как не получает какого-то еще ответа, как, знаете, по радио ищет волну, которая ему понравится, да, музыку какую-то, которая ему понравится. И он вот ищет, вот крутит это радио и хочет слышать свою Верховную Жрицу. Я надеюсь, девочки, что это вы, да. Дальше выпал туз огня и двойка воздуха. Он представляет себе в голове, как вот он приедет, он представляет себе встречу. Но восьмерка воздуха тут выпадает, которая вот как-то не очень, вот типа ему надо, это ему надо прийти. Это он только может прийти, вы не можете к нему прийти. И он думает, что у него сейчас двери пока закрыты, и что это еще как-то по документам, как-то законодательно, вот эти двери между вами, они закрыты, и что это решается только деньгами как-то, и что однажды он это решит. У него еще есть любовная тоска по вам, да, то есть это вот как муж по жене тоскует, да, от которой уехал. Это парень, который там, ну, похоже, как он просто вот на расстоянии каком-то. Но даже если вы в одном городе, он может ходить на работу и там, девочки, скучать. Вот мысли такие, знаете, в голове переливать с пустого в порожнее, да, обдумывать это все. И у него такая вот какая-то тоска появляется. А вы выпали для него не только Верховной Жрицей, но и Королевой Огня. Что он хочет? Он хочет к вам на ручки, девочки. Он хочет в объятия, он хочет с вами встретиться. Мужчина, который ждет встречи. Он ждет встречи, и вот прям он как видит, как он вот на пороге, или вы где-то вот встречаетесь, вы открываете двери, он заходит, и такая вот милая какая-то встреча. Тепла хочет, этих домашних запахов каких-то он хочет. Он хочет вас вот прям в теплом каком-то халатике, чтобы вот такая вот, знаете, теплая была. Но у него как-то что-то не получается. Девятка воздуха и семерка воздуха, да, что он хочет прийти к вам с чистыми мыслями, с мыслями о любви,
о любви, об интиме, а у него получается такой, знаете, на душе образовывается какой-то ком в горле, ком на душе, какая-то тяжесть у него такая. э, но я вам скажу, так и нормально. Мы сейчас этот расклад делаем, девочки, с вами в конце февраля уже, грубо говоря, да. И вот это такое вот затишье, самое темное место перед рассветом, да, то есть перед весной. Вот это вот, когда весна как будто бы уже начинается, но вот, вот этот надрыв, и все люди, мы как птицы, мы как животные, да, мы чувствуем вот это природное что-то, и на него тоже это легло. Он больше очень, короче, больше всего он тревожится о деньгах своих, тревожится о деньгах, тревожится, что он хочет, чтобы его принимали как мужчину, принимали и не закрывали глаза на какие-то проблемы. Но он понимает, что со своими мужскими проблемами он должен разобраться как-то сам. А ему, знаете, вот женская поддержка нужна. Так что, девочки, если вы с этим мужчиной встречаетесь, да, или живете, одевайте такие халатики с перьями, красьте губы такой какой-нибудь приятной красной помадой, да. Мужчины любят, кстати, красные помады. Э, Почти все. Даже когда для них это просто делается, они кайфуют, да. Это, девочки, мужчина, который хочет ласки и тепла. Ему вот этой вот, знаете, женственности хочется, теплой женственности, нежности какой-то такой. Поэтому, если вы можете ему эту нежность давать, то давайте, хотя бы в переписке. Если вы вдруг с ним ссоритесь, и вы на него обижены как-то, девочки, смотрите, он сейчас не в том таком вот состоянии, чтобы вот вам вот дать это что-то горяченькое, да, ему надо сначала подогреться. И если у вас есть возможность, например, что-то писать ему хорошее, как-то вот так просто поддерживать его, именно как по-женски, да, вы даже если пришлете, знаете, как мужчины, я заметила одну вещь, да, что вот ты даже можешь ему ничего словами не писать, а вот прислать свое фото вот с декольте и с красными губами, типа, а я это для тебя сфоткалась, да, все, у него счастье будет даже в глазах у этого мужчины. Так, его мысли по отношению к тебе. Отшельник ждет встречи, девочки, ждет отшельник, который ждет встречи со своей луной. Его действия по отношению к тебе. Хотелось бы тебя обнять и поцеловать. Крепко-крепко. Хочется интимных отношений с тобой, хочется любви. Он такой, знаете, вот в мыслях я смотрю трогательный какой-то, такой нежненький, хорошенький. Но тревожник. Он тревожник. Давайте еще глянем. Глянем еще. Его чувства, мысли, действия к тебе. Его чувства, мысли, действия к тебе. Его чувства, мысли, действия к тебе. Жду встречи. Ваш король, девочки, ждет как-то вот с вами встречи. Хочется ему на теплую встречу с вами сходить. И вот то, что он хочет, это обнять, обняться, поцеловаться, взять вашу эту нежность какую-то. Но вот он опять вот в тревожный все-таки паж земли. Он хочет, как мальчишка, но боится. Что типа, знаете, как к доске вызывают такого плохиша, и он не знает, что говорить. Он где-то там хорохорится, но не знает, что говорить. Ему очень нужны объятия, ему очень нужна любовь. И вот как раз вот вытянули мы, и не с первого раза, все-таки вашу пару, верховная жрица и верховный жрец. Для него важно общение. Для него важно с вами и объятия, и в то же время, чтобы вы говорили вместе на этом вашем птичьем любовном языке. Да, ему нужно выговориться, ему нужно, чтобы вы приняли его, чтобы вот болтали с ним и понимали его, да, что как с родным человеком говорить. А как он действовать будет сам по отношению к тебе? Как он будет действовать по отношению к тебе? Он первым, девочки, не проявляется по отношению к вам.
не проявляется и очень осторожничает. И для него важно присутствовать рядом. И тогда, когда он рядом, он будет говорить, будет более открытым, а не таким зажатым. Ему важна встреча. Вот и все. И он почему-то перспективно думает о том, что вот, а вот мы встретимся, и вот мы то-то, а вот ты сё-то, а вот мы будем отмечать что-то, и тогда я там ей там что-то скажу и все остальное. А так он осторожничает, и он сейчас, ну, в таком не очень состоянии, в тревожном, девочки, в тревожном состоянии из-за денег, из-за своего какого-то и материального положения, да, и из-за своего достаточно-таки шаткого состояния там на работе и все такое. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть, если вы можете поддержать этого мужчину, то я бы вам посоветовала все-таки его, знаете, вот как-то поддержать. Поддержать своей женственностью. Его чувства, мысли, действия. У этого мужчины, девочки, к вам достаточно глубокое такое отношение, но оно завязано на том, что вы ему очень сильно нравитесь и сексуально привлекательны для него, да. То есть он не с каждой женщиной это будет делать, и не с каждой говорливой подругой и все остальное. Нет, ему важно, что вы вот вы в его вкусе, вы его тип, вы его типаж. И из-за этого он глубоко привязывается к вам. То есть он сначала привязывается к типажу женщины, которая мечтает, а потом уже смотрит на другие вещи, там характер и все остальное, да, и там нюансы какие-то. И первое, о чем он думает, когда он думает о вас, я вот и про красную помаду тут не зря сказала, или там халатик с перьями, да, почему? Потому что у него очень важно отклик на его сексуальное желание, на его сексуальное проявление по отношению к вам. Ему это важно. Он сначала представляет вас, как говорится, без одежды, и потом думает про все остальное. 15-й старший аркан дьявола выпал с королем огня. Ой, девочки, это действительно такой, вот знаете, супергетера. Мужчина, который хочет, которого вот привлекает ваши изгибы, ваш изгиб ресниц, ваше ушко привлекает. Понимаете, как вы чешете спину его, ему тоже это все нравится, как вы выгибаетесь, как кошка и все остальное. То есть он вас считает очень интимно, привлекательно для себя. И ему нравится об этом мечтать. Вот он, и верховным же. Но почему-то верховный жрец с отшельником. Но это, походу, расстояние все-таки между вами. Или, девочки, это либо расстояние, либо вот то, что он как вынужден находиться на работе, вынужден где-то там находиться и не может быть с вами. И вот это его, конечно, удручает. Интимное одиночество, желание интима, желание получить интим, желание получить встречу и невозможность, понимание, что это зависит только от него все для того, чтобы он мог добраться к вам как к своей королеве огня. Понимаете? Так что раз это такой вот путь мужчины, пусть он свой мужской путь и проходит, да, с вашей стороны, девочки, только вот это проявление женственности в его сторону должно быть. Просто проявление женственности. И ни больше, ни меньше. Вот такие дела, мои дорогие. Четвертый вариант. Давайте посмотрим его чувства, мысли и действия по отношению к тебе. Девочки, туз выпал. Поздравляю вас с тузом воды, потому что это любовь, любовная привязанность. Ну, наконец-то. Любовная любовь выпала. Он влюблен. Но 13-й старший аркан. Он думает, что вы ему, девочки, изменяете. Мужчина думает реально, что вот он чем-то травмирован. Вот только не хотела говорить про травмированного мужчину. Уже четвертый вариант, да, и у каждого сегодня какой-то полон какой-то вот, знаете, своей боли. И каждая эпическая. Как у температура 37,2 у мужчины, он уже все помирает.
Так вот, ваш мужчина тоже, девочки, умирает от любви. 12 аркан, 12 старший аркан и 13, да. Это ревность, это то, что это ощущение какое-то предательства, или он о вас что-то такое узнал, да, или вы узнали что-то про него такое. Это уже сейчас будет какой-то накал страстей, и он будет с щеночком смотреть вам в глаза. Желание соединиться все-таки с вами, несмотря ни на что, желание не потерять свою королеву и в то же время выколупать вам всем мозги, у него такое желание есть. Его чувства по отношению к тебе, любовные чувства, он хочет. А почему же ты не берешь его? Ты должна за него бегать. Он же думает, что он классный, он крутой, и ты должна к нему проявляться. Ты должна показывать ему свою любовь, ты должна доказать сейчас, что ты его любишь, и что ты хочешь быть с ним, и что ты его хочешь. Он, девочки, ждет от вас вот приставаний каких-то. Ну, реально приставаний, извинений каких-то. Его мысли по отношению к тебе. Ну, конечно, он, как обычно, ни в чем не виноват, а ты виновата. Он, девочки, какой-то, знаете, вот попахивает тут и абьюзером тоже. То есть какая-то манипуляция в вашу сторону здесь попахивает, и откровенной. То есть ждите, что в ближайшее время он как-то будет вас проверять. Он может вам говорить какую-то ложную информацию для того, чтобы проверить ваши чувства. Он может говорить, видел твоего бывшего, или там, или, может быть, он увидел что-то. Может, он копался у вас в телефоне, увидел там какую-то фотку в каких-то соцсетях, когда вам давным-давно, еще, например, 7 лет назад, сбрасывал фотку какой-нибудь бывший своего не букетик цветов, ну или букетик цветов и фотку своего кинжала кожаного, да, или градусника, или автоматической ручки, или сточного карандашка. Ну, короче, вот он что-то где-то, возможно, обнаружил, да, или ему кто-то мог про вас что-то такое сказать. Кстати, как у меня недавно было, такое мне тоже одна, короче, моя, это вот, пожаловалась женщина. Знаете на что? Что ее мужу там какая-то вот дрянь, там дрянь заведущая, сказала: ой, что-то я не вижу, что у вас окна горят. Она дома, наверное, не ночует. Людям почти по 60 лет. Понимаете? Вот такую вот гадость сказануть, и он хмурый мчался домой, там бил в дверь, понимаете? Бил, потому что его накрутила какая-то коза, понимаете? Пару, которая живет уже вот прям, ну, 20 точно лет вместе. Короче, и вот у вас тоже какой-то такой накрученный мужчина выпал, который любит вас и страдает. Он считает, что он, девочки, страдает. Прям шекспировские страсти. Гамлет, понимаете? Гамлет. Давайте еще посмотрим его действия по отношению к тебе. Он, девочки, что-то задумал, ваш мужчина. Это будет, я вам сразу говорю, проверка какая-то вас. Возможно, выяснение отношений. Вас будут брать на понт. Вас будут брать на, знаете, где-то, может, под предъявы какие-то будут. Такое, типа, вот прям такая какие-то страсти-мордасти. Вот какой-то турецкий сериал, где свекруха науськала своего сына, и тот науськанный сын пришел выяснить отношения с Розали. Понимаете? Вот готовьтесь, девочки. На что гораст ваш мужчина, вы в ближайшее время узнаете, потому что какие-то такие вот выяснения отношений, страсти-мордасти будут. Его действия по отношению к тебе. Что он вообще в голове планирует? Одни огненные карты выпали, смотрите, одна другую. Короче, он придет к вам. Вы должны ему 3 раза. Паш огня, король огня и рыцарь огня. Ты должна переспать с ним 3 раза, чтобы у него исчезли все сомнения. Ты поняла? То есть он придет за этим, девочки. То есть вот есть такое выражение «проси прощения», а есть, девочки, такое вульгарное
но много тоже говорящее, много что говорящее выражение «соси прощение». Вот он придет за тем, чтобы сказать тебе это. Может быть, завуалировано как-то, но все-таки будет говорить. Ну что, давайте еще мотанем тут карты и посмотрим. Еще его любовное чувство, его любовные мысли и его любовные действия по отношению к тебе. Раскройте нам побольше. Так, его любовные чувства по отношению к тебе. Я уйду для того, чтобы остаться. Ну, короче, тут трагизм, четверка воздуха, он отбежит на расстояние. И, ну, короче, это будет проверка, девочки, вас. Проверка вас какими-то способами. Шестой старший орган, влюбленный, то есть он будет смотреть за вашей реакцией, как вы реагируете, что вы делаете. Не легкого ли ты поведения, понимаешь? Его любовные мысли по отношению к себе. Вот опять 13-й луна. Он думает, что ты от него что-то утаиваешь, что ты от него скрываешь своего любовника по имени Элен Делон. Давай посмотрим еще его действия по отношению к тебе. Да, он, короче, девочки, будет выяснять с вами отношения. Вот просто готовьтесь, будет какая-то такая вот Санта-Барбара. Это будет проверка. Если он у вас страстный и чувственный, вот готовьтесь, что это будет страстно и чувственно. Если он у вас скрытный, который держит все в себе, то это будут такие слова сквозь зубы, сообщения сквозь зубы там или еще что-то, да. Это будет подложенная свинья вам, это по-любому, да. То есть где-то и к тебе придется оправдываться. Он хочет, чтобы ты оправдывалась перед ним. И он, девочки, доведет это дело до конца, потому что очень много старших арканов идет, да, то, что не спрятаться, не скрыться. И он хочет, чтобы ты прощения заслуживала в постели. Прям служила в постели ему, как только это возможно. Угу. И потом вот он хочет выйти с этого всего победителя. Да, он, девочки, вот еще вот эти качели, он будет вам устраивать. Вот готовьтесь, что это будут качели. То есть, если вы сама, знаете, такая вот, я, например, тоже люблю побыть актрисой, где-нибудь пуха накидать, или там палок в костер тоже накидать, я тоже иногда люблю, для того, чтобы вот это вот, знаете, вот какую-то Санта-Барбару себе устроить. Почему нет? И вот, и он тоже. И если вы тоже актриса, то вы можете вот подхватить этот театр, как говорится, да, и тоже сыграть в нем роль. Только вам выбирать, вот какую вы хотите сыграть, там, Марию Магдалену, которая кается, да, или вы, может, сыграете какую-нибудь роковую красотку Эсмеральду, которая топчет Фродо, такого злобного монаха Фрода, заведя роман с Квазимодо или там с поэтом. Ну, короче, вот это что-то такое роман, понимаете? Это будет роман писательский, такой любовный роман. Вот и все. Просто готовьтесь к этому. Что-то он будет вам предъявлять, понимаете, чтобы выставить из себя жертву. И вот, но это может быть еще какой-то абьюз, да. То есть будьте осторожны. То есть я вот тут, может быть, и романтически где-то вам немного расписала, но это еще из-за какой мужчина, да, зависит. То есть он может и драться полезть, понимаете. По пьяни полезть драться, выяснять отношения, либо обозвать вас при всех там не очень приятным словом, да, или он может в отношениях с вами без никого выяснять это. То есть вот просто будьте готовы, что он сейчас вот прям бокал, который перенаполнился, да, и сейчас вот что-то такое вот будет, какое-то выяснение отношений, где он хочет быть жертвой и хочет, чтобы вы просили или сосили это прощение у него. Да, ну вот так вот выпало. Я передаю его слова, девочки. Не больше и не меньше. Вот такой вот расклад, котики мои, был. Люблю вас, целую, обнимаю. Смотрите, в плейлист у меня есть, девочки, про мужчин. Тут я еще плейлист у меня с гаданиями на 26-й год есть. Заходите, смотрите. Все, любимки мои, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.